Всем привет, всем привет, всем привет. Что-то непонятное, крайне непонятное творится на Ютубе. Видно меня, не видно, никто, наверное, меня не видит. На 7 минут позже вышла трансляция или не вышла. Вот, один вроде пользователь зашел, подписчик или зритель. Привет, кто-то, кто один зашел. Вот 3. Уже приятно, народ начал собираться. Что-то непонятное, в общем, творится на Ютубе, где был вот анонс этого стрима. Я его запустил на самом деле. Оно как бы круги эти крутятся, типа вот запуск эфира, все на месте. Запустил второй раз, опять тихо. И, в общем-то, с третьего раза у меня получилось. Всем привет, привет. Кто заходит на канал, на стрим, кто заходит? Уже 10 человек, как-то оперативно начал. А то сидел 0 человек, сам с собой разговаривал, никого нету, даже как-то немножко обидно было. Думаю, нифига себе заявочки, народ весь пропал. Извиняюсь за накладки, что начал не вовремя, всего на 10 минут позже. Ну, косяк не мой, Ютуба все-таки. Значит, в первую очередь хотел бы отблагодарить тех, кто присылает подарки. Всем привет, кстати, да, кто здоровается там. Значит, ну, судя по всему, про эту кружку уже помните, нам ее прислали. Прислали еще одну кружку. Теперь уже написали, вот, с Валдая откуда-то, деревянная, прикольно, значит, подарки. Еще, значит, пришло откуда-то с Новосибирска, точнее говоря, значит, тоже подарок с намеком, что я с лысой головой все время на холоде. Вот, такую чудную бандану под названием «Баф» прислали в подарок. Вот такая вот чудная штука. Теперь буду на улице видео в ней снимать. И тоже прислали, но уже на этот раз без подписи, откуда что, вот такой вот чудный фонарик прислали, чтобы в машине было удобно, яркий очень. Слишком яркий, в общем-то, это очень хорошо. Да, кружку вот эту прислали сейчас, мне кружку. Это с Валдая откуда-то она пришла. Оттуда, кто конкретно тоже не написался, какой ник на форуме и на этом самом, на канале. Но все равно огромное всем спасибо за подарки. Так, ну и что ж, начнем, наверное, технические разговоры. В общем-то, ради чего собирал я этот стрим сегодня, что я хотел сказать. В общем-то, складывается такая ситуация довольно интересная. Я смотрю очень много здесь мастеров, которые либо в гараже работают, либо на станции, либо где-то еще, значит, и, получается, раскиданы эти точки, эти мастерские по разным у нас городам, разным странам. Также, получается, картина, в общем-то, уже не один раз подписчики, там, зрители спрашивают, есть ли у меня точка в том городе, есть ли у меня точка в том городе. Опять же, теряется довольно длительное время, пока посылка, тот же блок доходит, допустим, до меня, пока я его делаю, отправляю обратно. А бывают некоторые блоки, которые, ну, скажем так, мастер может сделать в своем городе, находится где-нибудь, допустим, в том же Новосибирске или Омске, или там где-нибудь, ну, городов очень много, я так понимаю, откуда вы все находитесь, и среди вас есть толковые мастера, насколько я понял, по разговору в чатах, под форумом, в Вайбере, то, что пишут народ, то, что в Телеграме, кстати, тоже заходите в нашу группу в Телеграме, грамотные люди есть. Так, в общем-то, о чем я подумал, не попробовать ли собраться всем дружно вместе, желающим, понятное дело, в этом чуде участвовать, в этом проекте, понятное дело, мастерам. И что я могу предложить? Что я могу предложить? Могу предложить на своем сайте, ну, ссылка на который была helpforauto.com, значит, сделать каждому свою страницу, допустим, город Москва будет, например, называться helpforauto.com, допустим, Новосибирск, так,
Ну да, 50 на 50 невыгодно, согласен. Вот, продолжу, извиняюсь. Да, я договорю тогда уже. Значит, Новосибирск, например, .helpforauto.com. И вот, грубо говоря, все города, кто желает вообще принять участие в этом проекте, могу сделать, в общем-то, отдельно всем, каждому по страничке, ну и отдельно общую базу. Значит, что я могу предложить? Понятное дело, кто в этом проекте будет участвовать, тому цены на разблокировки, которые, ну, когда во мне нуждается мастер, будут тоже дешевле выпадать. То есть если розничная для клиента одна цена, соответственно, для мастера будет цена немного ниже. То есть по какой причине? Что мастер тоже мог заработать. То есть, допустим, я называю клиенту какую-то цену, клиент видит эту цену, грубо говоря, и он находится в этом городе в каком-то, и он обращается уже к этому мастеру, а мастер уже по факту тоже должен что-то заработать. Ну, в общем-то, вот такая вот картина. Соответственно, к базе с прошивками тоже будет ценник ниже тому, кто будет участвовать в этом проекте. Ну, собственно, вот такая вот картина. Значит, что единственное? Единственное, я бы хотел провести некоторый опрос у желающих, значит, ну, вроде экзамена, скажем так. Я понимаю, что все мастера грамотные, но чтобы не было накладки, ну, не порекомендовать, может быть, кого-то не сильно грамотного клиенту, то есть вот именно на этой почве ограничить. Опять же, э, не хочу делать какую-то конкуренцию. Допустим, если есть диагност в каком-то городе, то на этот сайт другого диагноста с этого города выкладывать я не планирую. То есть именно монополия будет какая-то. Допустим, если один кто-то занимается диагностикой, он будет выложен, и если кто-то занимается, допустим, иммобилайзером, но не занимается диагностикой, то есть вот тогда могут быть какие-то пересечения накладки по одному городу. В общем-то, это само начало самой идеи. Ну, а теперь, в общем-то, выкладывайте свои мысли, говорите, что вы думаете по поводу этого проекта. Вот, пишите. Это такая вот пока, можно сказать, легкая наброска. Так, я пришел к выводу, что электрикой на кого-то работать 50 на 50. Да, само собой, можно 50 на 50 работать только в том случае, если нет своего оборудования, наверное, либо подтянуться, подзаработать какую-то первоначальную базу клиентов. А в остальном случае, мне кажется, проще работать однозначно на себя. Ну, либо на каких-то более гуманных условиях, то есть, ну, не 50 на 50. Потому что 50 на 50 – это однозначно невыгодно. Меня, кстати, вообще нормально слышно, то у меня тут, смотрю, еле-еле-еле дергается стрелочка, которая показывает громкость того, что я говорю. Напишите там вот в комментариях. Так, видны все сообщения, только все почему-то молчат. Вот, что еще могу рассказать? Так, слышно отлично, отлично, спасибо, что пишете. Сделать могу каждому отдельно вот эту страничку, про которую я говорил, то есть начальное имя, потом вот Help for Auto, ну, первое имя будет это город, с которого вы мастер, второе будет Help for Auto и .com, вот это вот такая вот красивая будет. А можно сделать просто отдельную базу. Само собой, кто будет участвовать в этом проекте, на самом сайте будет еще открыт форум сейчас, ну, скажем так, закрытый форум для мастеров, в котором мастера уже могут некоторые более открывать секреты, которые, скажем так, немножко закрытые для совсем крайнего клиента будут. Вот, то есть тоже такая картина. Ну, вы тоже, конечно, пишите, что вы думаете по поводу этой идеи, по поводу этого проекта, какие у вас есть мысли, ну и так далее и тому подобное. Вот, а пока вы будете это писать, я вам расскажу, значит, про завод Шкоды, про который я говорил. Немножко ранее видео было. Видео я выпущу где-то уже, наверное, в новом году. Просто физически сейчас пришли у нас холода, и просто тупо нет времени заняться, собрать ролик. Моментов там очень много лишних, много не лишних. Там, грубо говоря,
ролику время там максимум полчаса, минут 40, а по факту там часов, может быть, 4-5 съемки. То есть очень много пустого, того, что на самом деле не надо. Вот. А чего, кстати, никто не пишет, ничего про эту идею? Или она вам не интересна, про которую я вам сказал? Вот, задумка неплохая. Привет, Павел тоже. Значит, что еще про эту идею? Ну, вот как я и говорил, повторюсь немного. Те, кто будет участвовать в этом проекте, тому, само собой, и прошивки, которые надо делать, и какие-то элементы, какие-то будут дешевле розничной цены, розничной относительно клиента, чтобы мастера тоже могли что-то заработать на этом профиле. И, соответственно, доступ прошивкам к базе самой тоже будет немного снижен. Пока, конечно, сюда не надо писать «я за», «я против». Ну, понятное дело, «я хочу», «не хочу». Об этом давайте писать все-таки в Viber, WhatsApp, ну, более в личные сообщения, а там уже будем смотреть, скажем так, ну и заодно обговорим все условия, которые я считаю на этой почве. Да, кто пришел позже, повторюсь, огромное спасибо за подарки. Вот такую чудную кружку подарили, вот такую чудную шапку на голову баф, она же бандана, и вот такой вот чудный яркий фонарик. Ой, слишком яркий, но это хорошо, заодно будет удобно работать в машинке. Вот. Я так понимаю, проект интересен некоторым товарищам, думаю, даже многим будет. Начали вот Viber, смотрю, некоторые писать, пока не пишите, пока отвечать все равно не буду. Звук отключен в телефоне, булькает, чтобы пока не отвлекаться от самого чата. Что-то все молчат, что-то все молчат. Ну, неужели будем завершать? Привет. Carfest Garage. Приветствую, приветствую. Вот, ну и как-то рано тоже закрывать стрим не хочется, потому что многие, наверное, просто еще не успели прийти. Слушаем, я понял. Значит. Привет, Захар. Значит, я так понял, в общем-то, идея интересна. Как я уже говорил, кому интересно, позже пишем в Viber и WhatsApp. Значит, вот, будем делать точки по разным городам, как я уже говорил, без пересечения. Значит, если ко мне обращается напрямую клиент с этого города, опять же, я напрямую его отправляю к этому мастеру. Если этот мастер не сможет, привет, Евгений, если этот мастер не может справиться с этой задачей, ну, мало ли, я думаю, выпаять там микросхему какую-то, что-то вычитать, тут вопроса особого не возникнет. Но если там как что-то надо, допустим, эмулятор, что-то еще надо специфическое, чего нет у мастера, ну, тогда уже буду помогать я, само собой. Если мастеру нужна прошивка, как я говорил, цена мастеру будет уже немножко ниже, чем клиенту розничному, чтобы, как я говорю, мастер мог заработать. Соответственно, эмуляторы будут чуть ниже. Всем, кто будет участвовать в этом проекте, не намного, но немного ниже. Насколько смогу сделать, подвинуться. Вот такая вот картина. И к прошивкам цена будет тоже ниже. Так, ну, в общем-то и все. Ну и, как я говорил, на сайте, само собой, Help for Auto будет префикс названия города. И, в общем-то, дальше уже пойдет все именно. Само собой, тоже, как я и говорил, будет форум закрытый для тех, кто будет участвовать в этом проекте. И, ну, собственно, вот такая вот картинка у нас получается. Само собой, какая-то определенная будет сумма взиматься. Я не думаю, что это будет что-то глобальное. Это будет браться какая-то мизерная сумма, которая будет идти на раскрутку сайта, будет идти на раскрутку этого самого альянса, так называемого, чтобы больше было клиентов, чтобы, в общем-то, всем было интересно. Вот такая вот картина. Ну, давайте, наверное, спрашивайте что-то, а то я рассказал, мне кажется, уже основу, а вы слушаете и ничего не пишете. Вот. В принципе, мне кажется, я суть саму изложил. Так. Блин, как-то не хочется так рано закрывать стрим.
Так, какая беда? Пишем сразу. Opel Astra G. Не-не-не, давайте по личным вопросам, по прямым пишите Viber, WhatsApp. Ну, тема немножко не касается вот именно этого стрима. Если уже пока переваривать информацию, может что-нибудь по оборудованию спросить, именно что будет касаться всех, то есть, ну, общая тема, то есть личные вопросы, это давайте Viber и WhatsApp. Общая тема у нас на Телеграме, кстати, тоже общие темы, много кто подписывается, ну, как много, начали с альянсом начинаем уже сейчас начинаем собирать, то есть пишите, а сам старт уже проекта будет с Нового года. То есть пока набираем базу, чтобы не появился, допустим, один какой-то городок, там 2 города, 3, а чтобы было хотя бы городов там 15, 20, там, что-то вот именно по количеству было сразу, и количеством ударим по, скажем так, бездорожью. Так, привет, что, на твой взгляд, для начала лучше для ИМА? VVDI прок и Orange 5 клон или UPA, плюс UPA USB. Ну, смотря что делать с иммобилайзерами. Мне кажется, опять же, какая идет, машины какие идут, какой поток. Мне кажется, для начала, опять же, смотря какой суммой располагаете. В общем-то, если совсем бюджетно, наверное, это будет Xprog или, может быть, Wizard. Плюс, ну, это как основной программатор. К нему, может быть, будет, ну, что может быть? ZBull, наверное, очень хорошо будет для привязки ключей. Значит, что еще? Ну, X100 Pro может быть взять для привязки ключей, очень хорошая штука. МВП очень хороший, полезный прибор, тоже именно для старых. Но опять же, я же говорю, все зависит от того, какой поток машины, какой суммы располагаете. Так, по курсам по повышению квалификации диагностики. Смотрите, что-то у нас как-то очень вяло с живой группой было. Живая группа у нас собралась уже практически, которая именно в зале будет, в комнате. Она будет стартовать у нас уже в январе. Середина либо конец января, я думаю, середина января будет. Вот, уже более точно скажу. Так, вот да, кстати, Евгений Таха, Opel Lima 3.1 пины Сыма Opel вычитывает. Ну, как бы я не знаю, если ради Opel Lima брать, там, мне кажется, CarPro все-таки мощнее будет, чем Opel Lima. Да и по цене, если брать у китайцев, примерно одно и то же выйдет. То есть тогда уже лучше X-Prog рассматривать, наверное, в этом плане. Так, стоит брать Постоловского, есть другие осциллы. Ну, я честно скажу, у меня Хантек осциллограф, то есть Постоловского я так и не взял себе осциллограф. У меня обычный Хантек, двухлучевой, простой, который подключается к компьютеру. В принципе, диаграммку снять с коленвала-распредвала, либо с чего-то еще параллельно, мне его выше крыши хватает, в общем-то, пока он меня ни в чем не запер. Единственное, неплохо еще иметь базу диаграмм тоже. Ну, в принципе, найти их особые проблемы, мне кажется, не составляет. Если кому-то надо, там поделюсь. Вот, да, ее довольно, в общем-то, достаточно на форумах на различных выложено. Вот, свой я купил, честно говоря, я уже не помню, если интересно, я сделаю его обзор. Кстати, да, просили тоже некоторое время назад. Сделаю обзор этого осциллографа своего, покажу вам, что за чудо. Вот, так, что еще? Ну, опять же, я говорю, по количеству программаторов надо конкретно знать, какой бюджет, какой поток идет машин, какие года, потому что в разных машинах абсолютно разный принцип. Ну, что-то общее, конечно, есть, что-то пересекающееся. Для ВАГов это одно, для Toyota, допустим, это другое, Mazda, Форды это третье. Все абсолютно такое специфическое, поэтому универсального чего-то не существует. Каждый вопрос довольно индивидуален, и необходимо знать, какой бюджет, какие машины, ну и так далее и тому подобное. Да, осциллографа я сделаю обзор обязательно. У меня тут уже роликов немножко выложено на будущее, потому что сейчас много поездок, я технически вот снимаю элементы, может быть, что-то коряво снято, плохо смонтировано, так что особо не злитесь, потому что много сейчас работы.
Так, на датчик Коленвала. Ну вот, опять начинаем личные темы. Ну ничего, это самое, как бы, да, контакты, так по-большему электрика и это и есть в основном наука о контактах. Наши все проблемы заключены именно в контактах. Кстати, сейчас, если подождете пару секунд, покажу вам осциллограф свой, притащу. Момент. Вот, это я вернулся. Ну, это, понятное дело, сейчас не обзор еще совершенно этого осциллографа. Вот такая чудная коробка у меня. Коробка вообще, если честно, от X-Corsa. Вот, это вот такая вот чудная штука. Осциллограф вот сам вот такой вот, подключается к компьютеру 2 канала, как я говорил, и генератор еще в нем встроенный, ну, для того, чтобы проверить. Само собой, 2 таких вот чудных щупа, и на щупе еще вот делитель есть. Сюда видно, не видно, на десяточку и 1 к 1, ну, умножитель. Вот такой вот чудный прибор. Ну, к нему, понятное дело, тут вот еще документация есть, все. Ну, про него я сделаю обзор, как и обещал, скоро. Так, сейчас его упакую, только минутку. Вот такой вот чудный приборчик у меня. Мне его, в принципе, скажу, полностью хватает. В общем-то, еще не было ни одного такого момента, чтобы мне его на что-то не хватило. Так, а что мы тут уже пишем? Ну, осциллограф обзор я уже сделал, я скажу, это еще не он был, понятно. Это я просто показал внешне, что он из себя представляет. Так, какой программатор универсальный, чтобы авто пин-код узнать? Ну, я же говорю, универсального в принципе ничего не существует. То есть, ну, просто нету ничего универсального. Осциллограф я не помню, почем я его брал. У меня ссылка есть на китайцев, я его тоже выложу, где я его брал, на тот магазин. Он недорогой, он значительно дешевле того осциллографа, про который говорили ранее. Opel VAC-PROC, Orange, CarPROC, что взять? Опять же, смотря для чего. Ну, допустим, из того, что названо, я бы, наверное, взял CarPROG и взял бы Orange. Вот из этих вариантов. Ну, этого мало, все равно этого мало. Надо еще, приветствую, Заур тоже. Так, купил себе диска 3, не могу с ним подружиться. Честно сказать, у меня такого чуда нет, диска 3. А что за оно? Напишите тоже. Если можно, ссылочку потом где-нибудь под видео оставьте. Посмотрю, что за чудо такое. Может быть... О, Игорь, приветствую тоже. Вот, ссылочку оставьте эту внизу под видео где-нибудь. Потом посмотрю, может быть, тоже приобрету тогда. Ну и посмотрим, что за этот прибор такой. Нет, я не из России, я с Беларуси, большую часть времени в Беларуси провожу, хотя бываю и в России, бываю в Украине, бываю и в Литве, Латвии, Чехии, да, в общем-то, где угодно катаюсь. Вот, но большую часть времени, да, провожу в Беларуси на данный промежуток времени. Вот такая вот картина. Касаемо посылок, если из России посылка идет, ну, дня 3, вот, допустим, кто уже отправлял какие-то блоки, знают, СДЭК тот же самый, не намного дороже почты, тем более, если вес небольшой посылки, то приходит... В Казахстане был тоже, да, когда-то давно... Так, надеюсь, ничего не путаю. Да, Жезказган, это ж вроде у вас город был. Когда-то еще в конце 90-х мы туда промышленные счетчики возили на завод. Было время. По курсам, значит, начальные курсы зависит от, именно начальные по диагностике, зависит от знания. Стартовая цена получается, грубо говоря, верхний предел 250 евро. И если мастера есть какие-то знания, то есть не надо, ну или обучающего, есть какие-то базовые знания, не надо ему, там, грубо говоря, закон Ома повторять 200 раз, он все понимает сразу, есть какой-то опыт работы по машинам, по диагностике, соответственно, цена будет ниже значительно. Вот, то есть это все просто именно стартовый именно курс, а дальше
это все уже будет ниже. Так, сколько курсов? По иммобилайзерам, по курсам скажу сразу, где-то примерно это будет недешево, но курсы будут очень плотные, порядка 850 евро будет цена. Но это пока такая, примерно бросовая. Так, могли бы вы сделать детальный обзор CarPro? Да, обязательно сделаю, уже много кто просит на канале об этом. Обязательно сделаю. Так, будете в России, в Москве, надо устроить встречу подписчиков. Ну, в принципе, да, можно. Когда в следующий раз буду ехать с запасом по времени, то можно будет сделать. В Украине я уже делал, когда был проездом, в Киеве был, собирались, там человек, наверное, 5 или 6 собралось. В Литве было 3 человека пришло, потом 1-4 не там нас ждал, скажем так, 4-й оказался. В Чехии, в Праге, когда было вот сейчас, 2 человека приехало навстречу, сидели вместе, глинтвейна попили, пообщались, было тоже довольно интересно. Все на самом деле люди очень интересные, с кем встречался, с кем общался, очень интересно было, честно скажу. Сильно лагает, ну, это уже, тут я ничего не сделал, я вроде и качество видео сделал не очень хорошее, и с ноутбука, и вроде не перегружает ничего канала, а все равно, да, есть небольшие тормоза. Так, сними видео, как отключить на мед 17.9.13. Ну, обязательно блок придет, сразу сделаю видео. У меня просто, ну, не все блоки есть по наличию. Некоторые блоки я делаю, не успеваю просто снять видео. Обязательно, конечно. Сделаем все, то, что блоки приходят, я хотя бы вот что-то новое приходит, я стараюсь снимать. Так, для автодиагностика какой хороший? Универсального тоже для диагностики ничего не существует. Если брать что-то такое именно, что было всегда под рукой, это, наверное, будет Автоком, он же Delphi, он же WoW, мне он нравится, и, наверное, будет Launchik 431 свисток. Свисток этот, Launch, я вообще с собой, у меня с кармана вообще никуда не вылазит. Я женой даже в театр, когда иду, он у меня все равно в кармане лежит. Мало ли я оттуда выйду, там какая-то машина не заводится. Ну, мне даже когда отдыхаю, хочется помогать людям. Даже в кафешку, когда иду, в общем-то, хотя зарекался не работать, когда отмечу ничего. Но все равно у меня свисток в виде ланча всегда лежит в кармане. Много места не занимает. Так, это, в общем-то, по диагностическому оборудованию, которое всегда универсальное. Также уже остальное оборудование стоит докупать по потоку, какие машины идут. Если это российский автопром, однозначно стоит брать Scanmatic 2. Он божественное просто оборудование, творит чудеса. Да, кстати, вот по поводу ланча, он классно даже на Хонды там года до 2006-2007 вяжет просто на ура. Просто на ура кладет ключи, даже без пинов сама все дерет ланч. Это просто божественная аппаратура, когда Синхрас летает на Хонде. Тоже творит чудеса, он отбился у меня, наверное, за неделю, когда я его купил. Сейчас у него, правда, ценник подкинули немножко китайцы, ну, что поделать. Вот так, для автодиагностики. Это по диагностическому оборудованию. Так, форсунки прописал. Да, ну, многое делать. Продолжим. Если брать уже что-то... да, чиповкой занимаемся. Значит, в чем я дальше? Значит, по дилерскому оборудованию, полудилерскому и так далее. Если российский автопром, однозначно стоит брать Scanmatic. Если идут Peugeot, Citroën, тут думать даже нечего. Lexia просто обязана быть. Если идут Renault, Clip просто мега обязан быть. Ну, это вот самое основное из того, что просто обязано быть. По ВАГам, ВАСю как минимум или ВЦДС должны быть. ВАЗ 5054 это уже если немножко занимаетесь восстановлением блоков, потому что, допустим, либо, ну, немножко он тормозной, откровенно говоря, для быстрой диагностики ВАЗ 55-54 он слабоват. По BMW обязательно должна быть INPA, EDIBUS, она же, вот этот белый чудный кабель. Остальное, и BMW Scan 1.4, потому что он, в общем-то, делает некоторые вещи
довольно оперативнее, чем та же INPA. Допустим, в X5, когда Синхрас летает, сканмать этим BMW-сканом намного проще сделать, восстановить синхру. Грубо говоря, вставил, нажал на кнопочку, и машинка поехала. Нулевые эти пин прописать в приборку. Вот, это по BMW. По Мерсам, если их много, старушка обязательно стар должен быть, потому что она решает все вопросы. Ну, в общем-то, это самое основное, что должно быть. А остальное, там, допустим, некоторые перекрывает тот же Scanmatic, он неплохо, допустим, по тому же BMW накрывает, инпу делает, ну, эмулирует ее. Да, в принципе, что я рекламирую, в общем-то, можно зайти на их сайт, посмотреть. Там, в общем-то, все подробно написано. Вот. Спрашиваете еще? Чиповка. Да, чиповкой занимаемся. Если надо кому-то делать прошивки, исправлять ЕГРов, отрубать, сажиков, прочее, вихревые, что-то еще. Может быть, все не сразу получается. Допустим, ну, я не сторонник готовых прошивок, я сторонник взять прошивку, которую прислали, и править ее, потому что, в общем, да, могут быть какие-то нюансы, какие-то кодировки, которые в стоковых, в которых заварен весь интернет, могут реагировать не вполне правильно. То есть приходили машины, которые после типа отрубания сажвика и ЕГРа, у нее вообще никакие ошибки не вылазят. То есть она не заводится, но ошибок вообще никаких нету. Характеристики вроде все красиво, а когда залили потом нормальную ровную прошивку, повылазила там куча всего, и синхра, и так далее. Да, основное это Винолсом. У меня большая база, очень огромная, я бы даже сказал, по Дамосам, которыми, в общем-то, тоже буду делиться через этот сервер, про который я уже немножко говорил. Пока на сервер, скажу откровенно, собираю немножко денежков, потому что он стоит нормально. У меня, как я и говорил ранее, на 5 терабайт база, а я хочу все это залить. Пока как бы не совсем готов. То есть где-то, наверное, уже после Нового года этот сервер будет работать. Вот такая вот картина. Там получается аренда сервера где-то, ну вот на сегодня я разговаривал, около 600 евро в месяц. Вот так вот. То есть оно либо должно начать отбиваться, либо видеть какой-то в этом проект. Ну, я думаю, сначала поднимем альянс этот сайтом, а дальше уже будем думать про сервера. Если так какие-то прошивки нужны, может, база, у меня базу я выложу тоже на сайте в ближайшее время. И если что, так, доступ на сервер, вот, по доступу на сервер, нет, донат я пока на сервер просить не хочу, говорю сразу, потому что некоторым этот, ну, сервер, в общем-то, не нужен, а тому, кому нужен, тому интереснее, наверное, будет уже покупать прошивки, либо покупать какие-то абонементы. Поэтому, наверное, с этим будет немножко проще. Я сначала все-таки покажу, какая база по прошивкам, чтобы увидели, ну, что да, нам это надо, или да, ну его нафиг, нам это не надо, нам эти, зачем в это вкладывается и так далее. И когда уже люди будут видеть, ну, вы увидите, какая база по прошивкам, уже будете тогда рассуждать, надо вам это, не надо вам это, ну и будете уже знать, стоит в это вкладывать, покупать абонемент. Об этом, я думаю, про сервер я сделаю отдельный стрим, на котором поговорим, так что готовьтесь. Но это уже где-то будет к Новому году уже ближе, либо уже, наверное, в первых числах Нового года, после Нового года. Может быть, в начале января сделаем стрим именно про этот сервер. Кому интересно, так что следите внимательно. Единственное, что вы, наверное, уже заметили, я выкладываю анонс стрима, и почему-то он далеко не всегда запускается, приходится запускать новый стрим. Ну, если есть желание просто поддержать, кошелек Яндекса есть практически под каждым новым видео. Ну, если желаете поддержать, конечно, отказываться от доната я не стану. Можете рубль, можете 2, можете 500. Грубо говоря, кому сколько не жалко, можете скидывать. Буду только благодарен в этом. Так, что-то у меня часики, низкий заряд батареи ругаются. Это все мелочи. Вот, так, давайте, наверное, будем скоро завершать этот стрим. Повторюсь по основному, значит, внизу можете выписать какие-то специфические свои идеи, общие, касаемо вот этого проекта. Так, калькуляторы для ИМА где взять. Расскажу тогда еще эти моменты. Некоторые калькуляторы
я покупаю сам. Некоторые калькуляторы имеются в поддержке того же оборудования, то есть, допустим, в X100 Pro есть свои калькуляторы, в Orange есть свои калькуляторы, в CarProg есть свои калькуляторы. В принципе, много где есть. Об этом будем тоже сделаем отдельный, наверное, видео сделаю, где расскажу немножко про калькуляторы, какими можно пользоваться, какими не пользуюсь, какими не советую пользоваться, потому что есть некоторые бесплатные калькуляторы, от которых я, в общем-то, отношусь к которым довольно отрицательно, потому что после них вылазят тоже некоторые проблемы. Иногда вот тоже бывает, что и ошибки не вылазят по мотору. Ну, об этом сделаем отдельное видео тоже. Так, давайте еще раз расскажу, значит, тему. По, значит, этому альянсу. Значит, планирую, повторюсь еще раз то, что говорил в начале. Значит, делаем, то есть вот helpforauto.com сайт основной. В начале будет название города, .helpforauto.com. Будет своя отдельная страница, на котором будут выложены также эти самые услуги, которые делает человек с одного города. Если есть пересекающиеся услуги, накладок не будет, чтобы была монополия по одному городу. Ну, никто ни с кем не ругался, потому что, допустим, если две точки в одном городе, начнется дикий демпинг. Каждый начнет сбивать цену друг другу. Мне это не сильно нравится тема, потому что если работаем вместе, давайте и не будем сбивать цены, как говорится, друг другу помогать. Вот, будет сделан отдельный форум. Кто будет в этом проекте участвовать, само собой, будут снижены цены на прошивки, на базу прошивок на сервере и на пересчет прошивок, ну и на различные услуги, которыми я могу, в общем-то, помочь. Собственно говоря, внизу пишите под этим видосиком, что касается именно этой темы, кому что интересно. Ну, в общем-то, вот как-то так. И пишите, да, в Viber и в WhatsApp, кто желает участвовать в этом проекте. Я сделал небольшой базовый опрос какой-то, чтобы видеть, что человек грамотный, понимающий, и чтобы я был уверен, что человек, зайдя на наш общий сайт, который будет, в общем-то, приносить нам всем пользу, кто участвует в этом проекте, ну и не начал, в общем-то, говнить этого человека, не начал говнить сайт, что вот к лохам рассылают и так далее. Я понимаю, что все мастера грамотные, но есть, в общем-то, кому не хотелось бы отправлять клиентов наших общих. С вами вот такая вот картинка. Так, про и прогу без привязки к компу. Да, к компу у меня он не привязан к компу. У меня стационарный комп есть и 2 ноутбука. В общем-то, где он у меня установлен. Вот такая вот картина. Так, что еще сказать? Наверное, на этом и будем завершать наш стрим. Всем, наверное, давайте будем закрываться. Вот, значит, что я могу сказать, как я и говорил, пишите под этим видео, что вы думаете по поводу этого альянса, этого объединения. Готовы, не готовы участвовать, можете писать внизу, либо писать сразу Viber, WhatsApp мне. Далее. Ну, собственно, вот такой вот, в общем-то, стрим у нас на этом и закончится. Что я могу сказать? Всем побольше классных клиентов четких, чтобы машинки ваши ездили, чтобы клиенты к вам с одной и той же проблемой не возвращались никогда, чтобы не было, извиняюсь, мозгов правых, левых, вот, чтобы, ну, ничего, что я без мата сказал, да, вот, проверок, чтобы меньше всяких левых было, побольше добра всем, побольше здоровья, побольше надежного крепкого оборудования, которое не будет никогда ломаться. Ну и все, собственно говоря. До скорых встреч. Пока-пока.